Январь не стал фантазировать, показывать свою брутальность и просто решил замаскироваться под осенний месяц. Все та же теплая, не зимняя погода, с дождями, ветрами и скачками температуры от -7 до +12. Да, мечты о снеге рассеивались, как легкий утренний туман. Однако, дел в домике из камыша все так же много, и я продолжаю плести из старых циновок новые стены. Никаких отходов, все идет в дело.
Работа. Работа позволяет забыться и погрузиться в неспешный ритм жизни. А мне очень нравится, когда не нужно спешить, когда можно заниматься чем-то с удовольствием, в удовольствие. Все эти сюжеты про домик из камыша я снимаю с особым аппетитом. Мне нравится то, что я делаю. И мне непонятен один из самых популярных вопросов. Зачем? А зачем заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие? Вопрос вопросов. Однако дело спорится. Домик преображается с каждым днем.
Каждый раз, когда я прихожу сюда строить, плести циновки, я навожу тут такой беспорядок. Очень сильный беспорядок на самом деле. И каждый раз, когда я прихожу сюда ночевать, я начинаю наводить порядок и красоту. Потому как, конечно же, хочется ночевать и готовить в уютной и приятной чистой обстановке. Прежде всего растоплю печь, чтобы было тепло заниматься уборкой. И заодно в печи можно будет сжечь лишний мусор. И каждый раз я стараюсь почистить дверку от сажи. Делаю полочку для пауэрбанка. В принципе,
хватит одного гвоздя. От чего зажигаются гирлянды? От повербанков. Они бывают разные. Разные емкости и так далее и тому подобное. От чего горят гирлянды? От повербанка. Вот полочка для повербанка и гирляндочки.
Сегодня я решила приготовить голубцы. Фарш, куриная грудка и рис с морковкой и луком. Рис готовый. Заливка, ряженка и томатная паста. Необычная, при этом вкусная заливка.
Всем приятного аппетита, друзья. Это довольно-таки интересное, вкусное и необычное блюдо. Мгм. Не буду вас смущать своим чавканьем. Включаю камеру и буду трапезничать. Итак, вкусно поела, выпила водички с яблочком и орешками, посидела, пофантазировала. Очень тепло в домике. Действительно, как только печь набирает жар, сейчас я ее, кстати, притушила, она почти не горит, так слегка-слегка, но когда она только набирает жар, в домике становится нереально жарко, просто вот моментально. В течение буквально, не знаю, получаса, там 20 минут, и я несколько раз открывала дверь, проветривала, не хотела, чтобы настолько было здесь жарко и душно. Знаете, о чем я хочу сегодня поговорить? Я заметила такую закономерность. Как только какое-то видео становится популярным и набирает большое количество просмотров, большое количество я имею в виду уже ближе к 1 миллиону просмотров, и вот на такие видео приходит очень много новых людей. Часть из этих людей вполне меня понимает, воспринимает и на меня подписывают, и этим людям мой контент нравится. Некоторую часть людей мои видео приводят просто в нереальное недоумение. И вот эти зрители иногда выдают настолько удивительные комментарии, настолько интересные версии, которые мне бы лично в голову при просмотре моего видео не пришли бы. Например, вот в этой локации, только в прежнем домике. В принципе, для меня вот этот сериал про этот домик, он у меня, как бы для меня он слитный. Прежний домик, этот домик, все это одно. Почему для меня это одно? Потому что, во-первых, одно и то же место. Во-вторых, оба домика построены с одних и тех же материалов. Прежний домик я разобрала и из него построила этот домик. То есть даже новые материалы не добывала. Камыш, осока, все на стенах, это все с прежнего домика сюда пошли. И вот, отвлеклась я. И вот приходят новые зрители, и в недоумении. Во-первых, почему-то много из новых зрителей, людей думают, что я тут живу на постоянной основе. А сравнивают меня даже с Агафьей Лыковой. Сравнивают меня с отшельницей. Конечно, тут же ставят под сомнение мою честность, потому как, говорят, как это она там живет. Если бы она там жила, у нее не были бы такие чистые волосы. А откуда у нее там электричество? Хотя я уже устала говорить, что у меня фонарики на аккумуляторах. Походные фонарики на аккумуляторах. Походные, ребята. Вот. Потом, какая еда, разве может быть у отшельницы такая еда, там, яйца, мясо, там, и другие продукты, которые быстро портятся без холодильника. И вот люди сами придумали, что я отшельница, что я здесь живу на постоянной основе, и сами же на меня сердятся в итоге, что я вру. Хотя я ни в одном из фильмов никогда вообще не говорила, что я тут живу. Не знаю, откуда идет вот эта версия о том, что я здесь живу на постоянной основе. Не знаю, откуда люди взяли эту версию, просто как она у них родилась в голове, я не представляю. Потому как я в каждом фильме четко даю понять, что вот пришла я в этот домик
с ночевкой. То есть я тут одну ночь переночевала. Или в хижине зеленой в горах. Там я больше всего времени, кстати, провожу. Потому что туда долго добираться, и, соответственно, я там дольше нахожусь. Нет там такой возможности на одну ночь прибежать и убежать. Это было бы очень трудоемко. И вот туда я прихожу на 5, 7, 8 дней. Там я, да, ставлю рекорды по жизни в одиночестве в лесу. Здесь же пока что я не проводила более одной ночи. Нет необходимости. Здесь локация маленькая, гулять, в общем-то, негде. И тут либо работаешь, либо вот отдыхаешь, кушаешь, там, топишь печь, валяешься и, в общем-то, наблюдаешь за птичками. А на самом деле локация, в которой находится зеленая хижина, она более богатая. Там лес, там ручей, там горы, там скалы, там кабаны бегают и так далее. И та локация, она более, конечно, суровая. Туда труднее добираться, труднее нести какие-то вкусняшки, и я, в принципе, их туда и не ношу. В основном у меня там такая скромная пища, там кашки быстрого приготовления, что-нибудь такое попроще. А сюда мне легко добираться. Сюда я могу прийти на одну ночь, на один день, как мне захочется. И, конечно, я могу сюда принести любые продукты. Мясо, там, яйца, колбасу, там, рыбу, овощи, картошку, батат и так далее. Что я и делаю, собственно говоря. Здесь я, соответственно, готовлю более какие-то сложные блюда. Вот, например, сегодня наконец-то приготовила голубцы. Ну так о чем я? Мысли прыгают одна на другую, с другой и разбегаются в разные направления на разные другие темы. И вот люди придумывают сами, что я тут живу. Тут живу, в зеленой хижине живу, хотя я всегда обозначаю, сколько конкретно дней я живу. Здесь, допустим, я 2 дня живу и 1 ночь. Там я, допустим, 5, 6, 7, 8 дней живу. Вот, и я живу действительно, как бы я не лукавлю, я говорю как есть, да, я живу там 5 дней. Ну, почему-то у людей вот именно вот сразу она там живет. И многие мне пишут, что же это у нее такое в жизни случилось плохое, до чего дошла девушка, что вот вынуждена в лесу жить в таких условиях. Ой, с одной стороны, у этих людей вроде бы как есть понимание, что тут какая-то нестыковочка, а с другой стороны, все равно они почему-то эту версию свою проталкивают. Конечно, нельзя на постоянной, долгой основе жить где-то в лесу и сохранять такую внешность. Чистые там волосы, ресницы, чистые ногти, чистую одежду. Конечно, я бы там с пятнами на лице бы ходила, если бы жила бы на постоянной основе. Ну, вы знаете, как выглядят бомжи, которые не имеют возможности там постоянно ухаживать за собой, за своим телом. Конечно же. И вот люди видят эти несоответствия, но почему-то им не приходит версия, что я там живу недолго. Почему-то вот все равно я Агафья Лыкова, но вру. Потому как я очень аккуратная, чистая, и у меня очень классная еда. И посуда у меня там новая, и вообще людям столько всего фантазируется. Недавно женщина написала одна, что говорит, как это у вас такие красивые чистые волосы, может быть у вас парик? Вот, блин, мне уже приписали парик. Ё-моё, что мне еще припишут? Ой, парик, да. Кстати, на удивление, мои действительно волосы в походе выглядят неплохо в течение 5-7 дней без мытья. Чему я очень рада, что я действительно могу пойти в достаточно длительный поход и не заботиться о том, чтобы мыть голову. Это мне нравится, конечно. Потом еще одно интересное направление в комментариях. Это люди пишут мне, как так муж, моя мама там пускают меня в походы. То есть у этих людей допустима схема жизни, при которой их любимые люди им запрещают заниматься любимыми делами. Для меня это взрыв мозга. Для меня это полное несоответствие. Если твои близкие, любимые люди тебе мешают заниматься любимыми делами, то тут что-то не так. Может быть, это не любимые люди, может, это мнимая забота о вас, что они в итоге вас не пускают и вам запрещают. Потому что это на самом деле какая-то не совсем забота. Это некоторый такой жестокий эгоизм, который типа сиди рядом, ничего не делай, будь вот, не развивайся, просто сиди рядом, деградируй. Типа безопасно. У меня же мама, да, она очень волнуется, когда я ухожу в горы, в лес одна, всегда волнуется. Но она никогда мне не скажет, Таня, не ходи. Наоборот, она мне соберет еду в дорогу, так сказать, благословит. Будет волноваться, ждать, конечно, да.
но никогда мне не скажет нет. Всегда только поддержка и понимание. То же самое со стороны Жеки. Он всегда меня поддерживает и понимает. И если я куда-то отправляюсь, он мне сделает карты, закинет на смартфон, он мне какие-то советы даст, он 200 раз меня спросит, не забыла ли я чего-нибудь. То есть помощь от близких людей, когда человек чем-то увлечен, от близких людей, что требуется, что желательно, это помощь, это понимание, но никак не запрет, никак не запрет. Потому как человеку, если перекрывать кислород в его страсти, в его любимых делах, это почти что то же самое, что убивать этого человека. Для меня это страсть ходить куда-то на природу, в походы и снимать еще об этом фильмы. И опять же вот эта тема, а кто тебя снимает, когда ты одна. Вот, знаете, тут тоже с логикой у людей что-то очень странное происходит, потому как этот вопрос не возникает, когда, допустим, мы в походе вдвоем и оба в кадре. Никто не спрашивает, а кто вас снимает, когда вы вдвоем и оба в кадре? Нет, не спрашивают. Или мы втроем и все трое в кадре. И тоже никто не спрашивает, а кто вас снимает. Почему этот вопрос возникает только когда я одна? И сразу, а кто тебя снимает, когда ты одна? А кто вас снимает, когда вы вдвоем? Вон, снимает камера на штативе. Наверное, придется в каждом фильме показывать вот эту камеру на штативе. Какая печаль, кстати, прямо сейчас, вот, чтобы сомнений не было, беру вторую камеру и показываю вам того, кто меня снимает в данный момент. Ну вот, привет, мой оператор. Таинственный тот, который меня снимает. Придется, наверное, в каждом фильме показывать. И вот освещение таинственное, электричество. Правда, без проводов, ну да ладно. Конечно, снять того, кто меня снимает, можно только при условии, если есть вторая камера. Если нет второй камеры, ну как я сниму того, кто меня снимает? Кто мне сейчас мигает красным глазиком? Да, немножко повторяюсь в темах вечерних. Но эти темы, собственно говоря, создаются благодаря вашему вниманию к моему видео. Вы пишете, я реагирую. Ну и все. Укладываюсь. Буду, как всегда, слушать книжку. Фильмов нет сейчас на телефоне, буду слушать книжку. Еще один момент. Я сюда пришла именно сегодня, потому что по прогнозу погоды появился снег. Вроде как этой ночью должен пойти снег. Я вот с этим желанием увидеть этот снег и снять для вас сюда пришла. Но у нас такой прогноз погоды, что часто показывается там снег, прогнозируется дождь, но этого потом ничего нет. Посмотрим, как будет в этот раз. Я, конечно, очень надеюсь, но пока, вот знаете, выхожу на улицу и никаких признаков, что может пойти снег. Мне просто постоянно советуют буквально все, учат. Как мне топить печь, как мне готовить, как мне строить, как мне жить, к чему стремиться, какие у меня должны быть планы, какие у меня должны быть походы. В общем, мне советуют абсолютно все. Вот представьте, когда вам будут советовать сотни людей каждый шаг вашей жизни. Да, это прям надо улыбаться, читать и не следовать советам. Ну, как я и делаю, собственно говоря. Ладно, опять разболталась. Спокойной ночи, друзья. Буду спать. Буду спать. Ну, в смысле, книжку слушать. Вот так у меня сейчас сказочная.
Вы только посмотрите, с какой красотой я сегодня просыпаюсь. Это просто сказка. Это просто сказка. Кстати, я тут уже давно не сплю, лежу и слушаю, как там синички, птички едят. Я же им вчера насыпала. Вот они сегодня прилетели и кушают там. Какая красота! Какая красота! Ух ты! А кто это прилетел? А, сойка на дерево села. Вот это я и люблю. Прям, да, нет, не сойка, да, сойка. Вот то, что я хотела, вот это обзорное окно, я там насыпала еды, и вот просто я сижу здесь, я даже разговариваю, она не боится, она продолжает там пшеницу клевать, кайф. А я могу за ней наблюдать. Это так здорово. Кстати, как я спала. Вначале печь раскочегарилась настолько, что тут было просто тропики, тут была жара неимоверная. Я разделась, полностью спала и раскрытая вообще. И так как мне такая жара не нужна была, я в конце концов поддувала, закрыла полностью, чтобы печку притушить. Потом через часа два приоткрыла, чтобы она все-таки полностью не затухла. И вот она всю ночь в таком вот полутлеющем состоянии пребывала. В итоге, конечно, стало прохладненько как раз, как нужно. Я даже укрылась вторым спальником. Вот. Но в целом была очень так комфортная температура. Я, например, не люблю, когда жара спать. Я люблю, когда вот немножечко так прохладно. Тогда и спится лучше. И уже ночью я открыла шторы, чтобы вот мне нравится просто лежать. Ух ты, снег посыпался. Лежать и смотреть в окно. Даже ночью. Оно все равно какие-то отцветы, вот эти силуэты деревьев. И мне нравится вот так, когда я просыпаюсь, открываю глаза, и вот вижу все это. Мне очень это нравится. Почему я люблю обзорные окна и даже иногда некоторые строения свои там без дверей, без ничего. Мне просто нравится вот этот обзор. И под утро я уже так глаз приоткрываю, смотрю и вижу, да, сказка случилась, все белое, все сказочное, все красивое. Так что пойду сейчас на улице гирлянду зажгу и поснимаю для вас красоту эту всю снежную. В печку я уже подсыпала дров, чтобы там начинало разгораться потихонечку. В общем, начинаю день, и вот этот снег, вот эта сказка меня бодрит, так веселит, так радует. Как классно. Это то, что я хотела. И так нравится, что я могу... Вот если я тихо особенно сижу, вот сейчас разболтала, сойка улетела. Когда тихо, прилетают сойки, вороны, синицы. Фазаны, правда, не приходили. Они самые такие аккуратненькие. Сейчас запровожу съемку через окно. Качество, конечно, немножко мутненькое, но там идет водяной пастушок и сойка. Вот водяной пастушок.
на заднем фоне присизойка. Мечтаю так, чтобы фазаны как-нибудь подошли. Ага, еще какая-то черная птичка там прыгает. То есть три объекта. Это очень здорово. Вот это то, о чем я мечтала. Просто смотреть в окно. И чтобы меня животные не боялись, не видели, не замечали. Так, пувербанк. Все, побегала, поснимала красоту. Теперь можно снова заниматься делами, что-то приготовить на завтрак, расчесаться, умыться. Опа. А глаза так и притягиваются к красоте. Все время смотрю в окно, как там сыпет снег. Снять вот именно когда падает снег, это сложно. Но я, наверное, специально для камеры его просто потрясу. Ветки. Кстати, подсыпала, подбросила мелких дров в печку и стало моментально жарко. И вот это мне нравится, потому что я бегаю то на улицу, там же прохладненько, а сюда потом забегаю, и очень тепло. И это приятно. Ну, буду готовить завтрак. Вот так удобно. Там как для этой печки кастрюлька. Ох, синицы там веселятся.
я разделась. И у меня вот такой простой завтрак. Сосиски, яйца, пекинская капуста. И я сижу, завтракаю и наблюдаю за тем, как завтракают синички. Иногда прилетает сойка, какая-то черная птичка, и водяной пастушок приходит. Это так здорово. Вот понимаете, такой у меня огромный телевизор, такой экран, и я наблюдаю за жизнью. Вообще, мечта у меня, это пик буквально, о чем я мечтаю, это вот так сидеть тут, и чтобы подошла лиса или куница. Ну, куница вряд ли, куницу я тут ни разу днем не видела. А вот лиса и днем бывает сюда приходит, хотя опять же давно лису не видела, хотелось бы. Для меня, чем крупнее зверь, тем, так сказать, более мощный азарт, как-то приятно, когда не просто там синица прилетела, когда там пусть фазан, а потом лиса, олень. Ну, оленей здесь нет, косули есть. Это счастье. Я такая довольная. Я просто сижу и наслаждаюсь каждым мгновением. Тепло, вкусно, красиво. Что еще надо? Это так классно. Всем приятного аппетита. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. До новых встреч, до новых приключений, друзья!